Вторая половина века в России все меньше напоминает золотое столетие. Свершилось освобождение крестьян. Нарастает волна революционного террора, жертвой которого падет царь-освободитель Александр II. Приходит новый человек, революционер-нигилист, который не знает пощады в борьбе за светлое будущее. Под пестрым покровом комического времени, так тоже называли эту переходную эпоху, проступает темная пустота, которая зияет своим отсутствующим центром. Именно так, от пестрой иронии к темному ничто, и разбивается трагикомическое искусство Павла Федотова. Искусство сбрасывает роскошные покровы, и вместо сияющих солнечных далей мы видим леденящий холодный закат последнего кабака у заставы. Самые славные, воистину эпохальные произведения излучают уже не светлую гармонию, а острую тревогу. Излучают накал драмы идей. Художественная романтика, равно как и пережитки классицизма, все заметнее вытесняются гораздо более драматичным стилем, который принято именовать реализмом. Академические программы с их выспренной патетикой вызывают у молодого поколения активный протест. И после бунта 14, устроенного рядом выпускников Академии художеств, организуется независимое товарищество передвижных художественных выставок, в деятельности которого принимают активное участие ведущие мастера эпохи: Крамской, Перов, Куинджи, Репин, Суриков и другие. Таким образом, в России впервые возникает мощная арт-группа, являющаяся крупным сообществом единомышленников, предполагающим путем устройства передвижных выставок самостоятельно моделировать процесс развития изокультуры по всей стране. Центральное место на их выставках заняли жанрово-бытовые мотивы. Вся Россия, запечатленная в ее многоликой повседневности. По своей популярности живопись занимает теперь ведущее место среди пластических искусств, оттесняя на задний план даже архитектуру. Мощно обновляется историческая и религиозная живопись. Особую роль здесь сыграли картины Ге, которые выделяются своими сильными светоцветовыми эффектами, придающие мотивам русской или евангельской истории волнующую актуальность. Крамской в своем знаменитом «Христе в пустыне» также стремится связать религиозную тему с социально-нравственными поисками своих современников. Новый расцвет переживает портретная живопись. Перов, Крамской, Репин и другие мастера создают массу ярких, как типажных, так и остро индивидуальных портретов представителей разных сословий. Особое значение тут получают образы людей творческого труда. Романтический ореол сохраняется в полной силе лишь в портрете творческой личности. Достоевский или Толстой предстают властителями дум. Именно через их сознание постигается история. Прежде большой масштаб неизменно предполагал эпическое и, во всяком случае, поучительное содержание. Ныне же большая, хоровая, как ее называли, картина может преподать и урок совсем иного негативного свойства, подобно репинскому крестному ходу, этой панораме пестрого социального гниения и распада. Аналогичны и батальные полотна Верещагина, в которых проступают не триумфы, а смертельный ужас войны. Крупнейшими пейзажистами передвижнической эпохи были Саврасов и Шишкин.
Образы природы вбирают в себя все больше пленэрных впечатлений, теснее сближаясь с реальной натурой, а с другой стороны, все чаще принимают вид обобщенно-символических суждений о России, превращаясь в своего рода живописные поэмы. И еще один шаг дальше Шишкина, и перед нами уже ночная греза, как в лунном пейзаже Куинджи. Художественная истина по-своему документальна, но дана лишь в мимолетных озарениях, в виде вспышек интуиции. Поражает искрометная сила красок в заседании Государственного совета Репина. Тут нет ни однозначной хулы, ни однозначной хвалы, хотя скрытой сатиры и явного дипломатического благодушия хватает. Тут именно мерцание истины. Той истины, что не может быть обозначено кратким словечком «да» или «нет». Также и в исторических полотнах Сурикова. Русская старина выглядит в них величаво живописной и в то же время пугает своими трагическими раздорами, на долгие века оставившими свои багровые рубцы. Истина же в конечном счете подобна зыбкому пламени свечи в руке стрельца, привезенного на казнь. Она освещает красотою, но так, что из этого света нельзя извлечь простую формулу и однозначный, слишком легкий урок. Художник отказался от какого-либо жанрового мотива, изображая только саму природу. Но изображает он не величественный покой, как Шишкин, а самостоятельную, бесконечно переменчивую жизнь природы. Добивается такой выразительности Васильев чисто живописными средствами – цветом, светом, формой, фактурой живописи. Это было для того времени огромным завоеванием молодого живописца. Одна из центральных картин художника написана на популярную в то время среди художников тему «Пути беспутья». Бесконечная дорога, распутица, одинокий путник, пустынный пейзаж вокруг – все это превращает картину из простого пейзажа в некое философское раздумье. Однако Васильева, в отличие от его современников, интересует более чем сюжет сама живописная фактура, ценность мазка, умение живописными средствами передать состояние природы. Его привлекают романтические настроения в пейзаже, непогода, дождь, ветер. Именно в таких пейзажах полностью выражается его мастерство. Еще одной темой, которую художник не оставлял на протяжении всей своей жизни, была тема войны. Он участвовал во многих военных кампаниях – туркестанской, русско-турецкой, русско-японской – и отовсюду привозил серии этюдов и картин. Апофеоз войны
Это квинтэссенция его пацифистского творчества. Пирамида черепов посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим. Такую надпись он сделал на раме этой картины. Верещагин погиб в 1904 году во время русско-японской войны при взрыве броненосца «Петропавловск». Верещагин всегда стремился передать в первую очередь не парадную внешность, а неприглядную изнанку войны. Так и здесь. Он воплотил скорбную память о воинах, павших в одном из сражений русско-турецкой войны за освобождение Болгарии, но в то же время и предъявил наглядное обвинение царскому командованию, ошибки которого привели к роковому исходу. Трагически мрачное полотно с массой трупов, еле-еле засыпанных землей, имело большой общественный резонанс. Неутомимый путешественник, Верещагин оставил огромное число ярких экзотических образов, запечатлевших быт, нравы и архитектуру восточных народов. Эта картина была написана по этюдам, привезенным из Туркестана. Среднеазиатская история здесь как бы оживает у нас на глазах. Кажется, вот-вот откроются узорчатые врата, и из них выйдет легендарный владыка Вселенной. Так звали Тимура или Тамерлана. Картина изображает момент, когда Иуда собирается выйти из дома, чтобы пойти и предать Христа. В отличие от евангельского текста, все апостолы знают о его намерении. Они в оцепенении и ужасе смотрят на уходящего. Сам Христос в глубокой задумчивости опустил голову и не смотрит на Иуду, предоставляя ему право осуществить свой выбор. Композиция картины построена на резком противопоставлении света и тени. Этим приемом художник как бы расставляет акценты в произведении, выделяя главное. Но здесь не только цвет играет композиционную роль, резко освещая самых значимых персонажей, но и тень несет не менее важную смысловую нагрузку. Ге помещает Иуду на первый план в глубокую тень, так что мы с трудом различаем его лицо. В результате не выражение лица становится важным, а очертания его фигуры с поднятыми руками, закутывающиеся в плащ. Силуэт фигуры Иуды подобен некой страшной огромной птице или летучей мыши, в нем есть какая-то зловещая мистика. Его фигура отбрасывает большую черную тень на стену, погружая угол комнаты во мрак. Два черных пятна в композиции на первом и задних планах как будто запирают группу Христа и апостолов, создают ощущение обреченности, безвыходности ситуации. Центральный персонаж картины – это Иуда, ставший изменником по свободной воле.
художник изображает группу ожидающих казни. Палач остается за пределами полотна. Лишь его указующая на Христа рука врывается из края картины в композицию. Выбирая такую предельно лаконичную композицию, художник добивается емкости и глубокой символичности произведения. Жест палача приобретает смысл перста судьбы, как бы говорящего Христу: «Ты сам выбрал этот жребий». Жест, вопрошающий Христа, готов ли он совершить то, на что обрек себя добровольно. Здесь Г. отказывается от гладкой красочной поверхности холста, которая призвана скрыть технику живописца в пользу создания как можно более натуральных, похожих на саму реальность образов. Наоборот, в картине главную роль играют цвет, краски, как бы хаотично наложенные на холст мазки. Хаотичность живописи и передает ощущение ужаса, боли, отчаяния человека перед последним шагом. Эта ранняя картина Г. еще очень близка принципам академизма. Художник строго выдерживает 3 пространственных плана. Помещая в центр композиции своих персонажей, он затемняет средний и задний план и освещает резким светом их лица, которые, как отблесками огня, освещены красными бликами от лежащего на столе ковра. Драматизм происходящего усиливается документальным, почти протокольным стилем исполнения картины. Эту композицию художник уже строит по принципу диалога, мотив, который пройдет через все творчество художника. Купец Третьяков, знаменитый меценат и коллекционер, представлен, как это часто бывает в портретах Крамского, погруженным в глубокое раздумье. В юности художник работал ретушером у фотографа. Этим отчасти можно объяснить его любовь к сдержанной по тону, почти монохромной светотеневой среде, из которой проявляется образ, как бы выходящий к зрителю из стихии своих мыслей. Крамской, этот художник-философ, любил, как и Перов, изображать властителей дум, людей, через творческое сознание которых проходит история. Таким предстает у него и Некрасов, работающий над поздним своим поэтическим циклом, названным «Последние песни». Крамской писал эту картину в год кончины поэта, когда тот был уже тяжело болен. Однако изнуренный, обставленный лекарствами Некрасов выглядит все же как писатель-пророк, размышляющий о судьбах Отечества. В картине Крамского Христос погружен в мучительные раздумья и сомнения. Это Христос, стоящий перед внутренним выбором. Композиция картины
организована так, чтобы как можно более ясно выразить идею одиночества Христа, предоставленности Его самому себе, сложности выбора Его пути. Об этом говорит каждая деталь картины. Исхудавшие руки Христа, сцепленные с такой силой, что, кажется, их невозможно было бы разомкнуть, напряженное лицо с запавшими щеками, сама поза человека, настолько ушедшего внутрь себя, что в своей неподвижности он становится подобен тем камням, на которых он стоит. Пейзаж, окружающий Христа, — это равнодушная, какая-то неодушевленная природа, у которой бесполезно искать ответа и поддержки. В работах Куинджи романтизм нашел особое выражение. Его влекут не драматическая взволнованность и игра стихийных сил природы, а изысканные, порой сфантазированные на реальной основе виды со световыми эффектами. В картине огромное пространство погружено в ночную тьму. Эффектно выделяются залитая зеленоватым лунным светом поверхность реки, освещенные стены белых мазанок, края облаков. Затихла природа, уснула деревенька, но фосфорические мерцания лунного света тревожат тишину лунной ночи. Художник доводит эффект освещения до максимума впечатляющей силы. Холст, залитый фосфорицирующим светом, становится похож на прозрачный стеклянный экран, на котором реальность дана в теневом отблеске. Это наиболее раннее в русском искусстве предвосхищение стилистики декоративного модерна. Куинджи — один из первых художников, предвосхитивших декоративную стилистику модерна. Его пейзажи — это всегда некое сочинение на тему. Он не стремится точно запечатлеть видимое, но сочинить на его основе как можно более живописную композицию, пронизанную почти фантастическим светом. «Березовая роща» написана широкой кистью, плоскосно, как театральная декорация, и поэтому рассчитана на созерцание издали. Здесь, как и во многих его работах, отсутствует первый план. Тем самым усиливается дистанция между пространством картины и зрителем, и картина превращается в подобие гобелена, но наполненного игрой света и воздуха. Световые и декоративные эффекты пейзажей Куинджи поражали его современников. Часто вдохновляясь украинскими мотивами, он, в том числе и в картине «После дождя», выбирал в природе самое характерное, типичное для данного края. Но в то же время придавал этой обыденности волшебное очарование, чувство близости иного, неведомого мира, открывающегося где-то там за горизонтом. Тем самым его образы приближались к поэтике символизма.
Русские художники нередко наезжали на Святой остров, как называют остров Валаам на Ладожском озере, в равной мере известный и своими древними иноческими традициями, и поразительной живописностью. Именно природа, а не исторические предания, привлекают Куинджи. Его Валаам суров и безлюден, представая меланхолической северной пустыней, где незримо блуждает душа художника. Это спокойный и доброжелательный рассказ о крестьянском празднике. Художника интересуют крестьянские лица, он подробно и любовно выписывает их, от лиц детей до деревенских стариков, создавая целую галерею народных образов. Но вместе с тем в композиции чувствуется какая-то нарочитость и надуманность, наивное любование людьми, далеко отстоящими в социальном смысле от самого художника. Вся картина построена так, что напоминает театральную сцену. Внутренний свет, который использует здесь художник, равномерно освещает все группы крестьян, не оставляя без внимания ни молодых и красивых жениха и невесту, ни седовласых мудрых стариков, ни самого колдуна, похожего на доброго Деда Мороза. Каждый персонаж или действует, или что-то говорит. Некая костюмированность персонажей делает их похожими на театральных актеров. Перов не случайно выбирает сюжетом картины Пасху, самый почитаемый в России праздник. Произведение превращается в некую обличительную проповедь, в которой художник говорит, до какой низости может дойти человек в своих пороках. И главный отрицательный персонаж здесь, конечно, священник. Именно против него направлен гнев художника. Раздавленное пасхальное яйцо под ногами священника становится символом попранной светлой идеи воскресения Христова. Перов сформировался в годы подъема демократического движения, когда гражданский пафос был главным и обязательным для творчества художника. Его жанровые картины обличают темные стороны русской жизни. Находясь под влиянием Федотова, Перов не смог в ранних своих произведениях подняться до его уровня решения живописных задач. Характерная для его картин серо-коричневая гамма красок создает в проводах покойника эмоциональный настрой, соответствующий драматизму сюжета. Все в композиции подчинено одной цели – рассказать зрителю о тяжелой участи обездоленных людей. Эта работа завершает цикл жанровых картин Перова. Отсутствуют многочисленные персонажи и подробности, срежиссированные автором наподобие театральной постановки. Все действие находится как бы за кадром полотна. Главную роль в картине начинает играть пейзаж. Безлюдный вечерний пейзаж, слегка освещенный закатом, пустынная дорога, уходящая за горизонт, создают настроение тоски и безысходности.
Этот пейзаж превращает картину из жанровой зарисовки в скорбное раздумье о судьбе России, мучившее многих современников Перова. Перов решительно обновил портретную традицию, придав своим произведениям напряженный социально-философский смысл. Его портрет Достоевского по праву считается лучшим в иконографии великого писателя. Это настоящая драма идей, сосредоточенная в возможденном, скорбном образе творца «Бесов» и братьев Карамазовых. В год написания картины роман «Бесы» как раз был закончен. Тусклый колорит нарочито приглушен. Перов, как и сам Достоевский, стремится к искусству, которое остро тревожит и озадачивает душу, выводя ее из спокойного равновесия.